А ты умеешь продавать снег эскимосам? Говорить так, чтобы тебе верили. Смотреть так, чтобы с тобой все соглашались. Чувствовать людей так, чтобы они всегда говорили тебе «да». Или ты, например, вошел, улыбнулся, и все уже на все согласны. И это отнюдь не про продажи. Всем привет, с вами я, Екатерина Морозова, и сегодня вот в наших северных Италиях такая красота. И мы будем говорить про дар убеждения, и что стоит за этим магическим. Ну ладно, уговорил. Ну все, я наконец в тепле, мне комфортно, и снег больше не попадает в морду лица. А что означает выражение «он» или «она» умеет продать снег эскимосам? Оно означает то, что человек обладает исключительным даром убеждения или продаж и умеет кого-то в чем-то убедить очень легко, быстро, или продать другому человеку то, что ему совсем не нужно, или то, что у другого человека уже в избытке. Ну, потому что люди, которые живут среди снега, среди льда, понятно, что им снег совершенно не нужен. Это выражение образное, это метафора. И если эскимосы готовы покупать снег, значит, напротив них стоит человек, который чрезвычайно харизматичен, который умеет красиво говорить, который умеет приводить нужные веские аргументы, умеет убеждать и умеет классно упаковывать свою идею. Это выражение часто используется с позитивной такой, окраской. Позитивная такая коннотация, когда это комплимент дару убеждения, вот этому таланту, который у того или иного человека есть. Но иногда может использоваться с некой долей иронии, когда мы человеку говорим, что у него чрезмерный дар убеждения, и иногда присутствует даже некая манипулятивность. Конечно, один из первых, кто приходит на ум, это Стив Джобс. Это уникальный человек, который умел продавать все что угодно, который обладал потрясающим даром убеждения. И он умел презентовать свои идеи, свои продукты так, что все понимали, что когда продукт выходил на рынок, все понимали, что вот это то, что я хочу. Я хочу это очень быстро, я хочу это прямо сейчас, я хочу это сиюминутно. Но это все Стив Джобс, это про него, это про то, как он свои технологические новинки превращал в мечту. И речь, наверное, здесь не только про очень сильный дар убеждения, про его, безусловно, умение продавать. Это какое-то потрясающее сочетание очень многих его качеств. Это сильная личная харизма, это эмоциональная подача. Вот когда он с кем-то разговаривал, он был очень эмоционален, он был очень вовлечен. Это его уверенность в себе. И, конечно, это безусловная вера, абсолютная вера в его продукт, в то, что он выпускает, в его технологические новинки. Вообще, если вот коротко резюмировать, говоря о Стиве Джобсе, то он поступал следующим образом. Он умел говорить очень просто о сложном. Он говорил о том, что вот смотрите, без нас вот это вот нереально. Без нас это не работает. Но вот у нашей компании возникла такая идея, такая техническая новинка, которую мы хотели создать. Мы ее создали, мы ее выпустили. Вот она у меня в руках. И все на самом деле невозможное, это очень просто. Вот эта вот гениальная штука, она сейчас у меня. Вы ее видите, и вы ее тоже можете приобрести. И он был очень убедителен, он был очень эмоционален. Его горящие глаза, его безусловная вера в то, что он делает. Это вот эти вот таланты, они вовлекали всех людей, его команду прежде всего, в первую очередь, которая вместе с ним создавала и работала над созданием новинок.
рекламщиков, поставщиков и, конечно же, покупателей. Те миллионы людей, которые понимали, что вот Стив Джобс, он создал историю. И вот эта история сейчас у него в руках, она выходит на рынок, и я могу купить вот эту вот историю. Я могу купить свою мечту. И они покупали, и сейчас продолжают покупать, хотя Стива Джобса больше нет с нами. Коллеги, кстати, вспоминая, когда о том, как они взаимодействовали со Стивом Джобсом, они, когда находились рядом с ним, они называли это поле искажения реальности. Настолько он был харизматичен, настолько он был заразителен, настолько он был эмоционален, что все тоже как вот зарядки, когда у тебя телефон садится, вот он был такой зарядкой, он был, давал нужные импульсы и заряжал просто всех вокруг своей идеей. И был такой интересный случай, это было начало 80-х годов, и тогда компания Apple разрабатывала Macintosh. И Стиву Джобсу очень хотелось нанять на работу, чтобы вот этот человек вошел в его команду. Это был инженер из другой фирмы. У них были переговоры, и человек был в нерешительности, он не соглашался. Будет Макинтош, там не будет Макинтош, а в его фирме, в его компании у него хорошая работа, стабильный доход, и, в общем, стабильность это всегда неплохо. И он был, в общем, в замешательстве. Тогда Стив Джобс сказал фразу, которая стала гениальной. Ты хочешь до конца своей жизни продавать сладкую воду или хочешь пойти со мной и изменить историю? Вот такой очень наглядный пример, легендарный пример его дара убеждения. Он не апеллировал цифрами, он прежде всего сделал акцент на смысл и на амбиции. И на самом деле это сработало, человек согласился, потому что человек понял, да, стабильность, да, зарплата, да, работа, которую я хорошо знаю. Но здесь, если я войду в компанию Apple, стану работать с Джобсом, с его командой, я действительно буду одним из тех, кто будет создавать настоящую историю, великую историю. И, конечно, он сказал Стиву Джобсу «да». Еще на ум приходит один очень интересный пример. Это уже случилось позже. Это 2006-2007 год. Ну, вот тот период, когда компания Apple выпускала первый iPhone. И Стив Джобс понимает, что он не хочет пластиковый экран, он хочет, чтобы экран был стеклянным. Но возникает ряд проблем. Во-первых, это должно быть не просто стекло, это должно быть сверхпрочное стекло, и потом его надо выпускать действительно в огромных объемах. Но что делать? Вот всем вокруг, всему окружению Стив Джобса кажется, что это просто невозможно, это нереально. Но Стив Джобс не был бы Стивом Джобсом, если бы он сдался. Он связывается с компанией Corning, с главой компании. И почему именно с этой компанией? Потому что у этой компании уже когда-то были разработки по созданию сверхпрочного стекла. Но они не были реализованы. Вот эти все проекты, мечты, идеи, они были убраны, как обычно, в самый далекий ящик стола. И когда-то там в будущем, в обозримом будущем или в необозримом будущем они собирались это все реализовывать. И тут приходит Стив Джобс и говорит, мне надо сверхпрочное стекло. Точка. В больших объемах. Точка. Очень быстро. Точка. И мы будем его использовать для создания революционного продукта. Точка. Ну, глава компании, он тоже сначала смутился, потому что он понимает, что разработки разработками, но, во-первых, для таких объемов надо перестраивать производство и, соответственно, вкладывать большие деньги, огромные деньги. Но он соглашается. Стив Джобс убедил его. Вот, и опять продал снег эскимосам в очередной раз. Он, во-первых, на какой крючок его зацепил? На крючок срочности. Он сказал, что вот это вот надо не просто
завтра или послезавтра, или через неделю. Это надо было еще вчера. И, конечно, как всегда, вот его ключевая фишка, что он всех убеждал, используя такие слова, как революционный продукт и история. Мы войдем в историю. Мы прежде всего создаем историю. И мы создаем тот продукт, который изменит рынок телефонов. В общем, глава компании Corning сказал «да», сверхпрочное стекло было создано. Это стекло называется Gorilla Glass, и вот с того времени, когда был выпущен первый iPhone, уже вышло несколько поколений этого стекла. Вот это стекло используется для айфонов, для смартфонов, для других устройств. В общем, оно очень изящное, оно очень тонкое, прозрачное, значит, такое нежное. А внутри это действительно сверхпрочное стекло, которое находится под большим напряжением и выдерживает удары, падения. Самое важное, и к царапинам очень устойчиво тоже. В общем, все, что нам, пользователям, необходимо, все, что нам нужно. Стив Джобс и глава компании Corning, который создал и довел до ума вот это вот сверхпрочное стекло, они сумели реализовать, а мы этим благополучно пользуемся сейчас. Ну что, признавайтесь, кто из вас обладает таким даром убеждения? Вот я точно нет. Но, кстати, я заметила, что вот касается себя нет. То есть над самопрезентацией мне еще надо работать, над презентацией своих идей. А вот если вписаться за кого-то другого и давать советы, брошенные советы, это очень важно. Это слово брошенные, спрошенное, оно подчеркнуто. Я всегда... У меня это хорошо получается, посоветовать, направить, сориентировать, где-то в качестве волонтера участие принять вот на любом уровне. Это может быть человек или там поучаствовать там, в презентации там, футбольного общества, в котором у меня мои прекрасные дети играют. Тут я просто монстр. И дар убеждения просыпается, и уверенность, и харизма, и вера в идею. Наверное, мне кажется, что на самопрезентацию время еще найду. Поэтому вот пока вот этот дар убеждения, да, скорее всего, он у меня есть. То, что я наблюдаю, но пока он у меня работает не в моих интересах, он работает на благо других. Но это, конечно, не уровень Стива Джобса, это однозначно. Это точно. И среди знакомых тоже вот людей с даром убеждения Стива Джобса у меня тоже нет. Это, конечно, уникальный случай. Как у вас дела обстоят? Есть у вас вот этот вот дар убеждения? Может быть, не того масштаба, который был у Стива Джобса, но вообще, есть ли он у вас? Кто у вас там в ближнем, в вашем круге общения, друзья, знакомые, коллеги по работе? Какие интересные примеры сможете вспомнить вы? В общем, пишите ваши комментарии, с удовольствием их прочитаю. Ставьте лайки, мне это очень приятно. Ставьте не только лайки, но и подписывайтесь на мой совсем маленький еще бэби-канал. Мне это важно, и я им очень дорожу. И до новых встреч. На этом я с вами не прощаюсь. Очень много интересных идей и интересных рассказов. Всем пока-пока. До связи. До очень скорого.